Глава 73. Что-то шевельнулось у селяня в памяти, и принц тихонько ахнул. Это личико, замотанное бинтами, неизбежно заставило его вспомнить того ребенка, что он встретил 3 года назад. Но все же селянь не мог сказать наверняка. Если представлять все в мрачном свете, неужели тот малыш после побега с горы Тайцан мог прожить еще 3 года? Тем временем мальчик подошел, приподнялся на цыпочках, взял цветок из руки глиняной статуи и поменял на тот, что держал сам. Селянь, сидя на постаменте, мог явственно разглядеть, что этот новый цветок отличался еще большей нежностью, был наполнен жизнью и блестел от воды, источал более сильный аромат. Наверняка его только-только сорвали. Неужели мальчик каждодневно приходил в столь неприметный храм и заменял цветок в левой руке глиняной статуи на свежесорванной? Более того, мальчишка, пристроив цветок, встал перед глиняной статуей и сложил ладошки вместе, чтобы молча помолиться. При этом он не стал поступать, как остальные невежды, падать на колени, а уж затем разбираться, что к чему. Мальчик в самом деле прислушался к велению селяня. 3 года прошло. Селяню приходили помолиться сановники и родовитая знать, выдающиеся личности нынешнего поколения и поразительные таланты. Однако теперь истинно добросовестным среди всех его последователей принцу казался лишь этот ребенок 12-13 лет. К тому же подобных ему оборванцев не пускали в роскошные великолепные храмы, сияющие золотом. Поэтому мальчику приходилось молиться в такой простенькой кумирне. Трудно было в полной мере осознать подобные переживания. Как вдруг снаружи раздалось шлепанье чьих-то ног по лужам, и возле кумирни пронеслась веселая стайка детей с зонтиками в руках. Селянь вначале решил, что они только пробегали мимо. Но как только ребятишки промчались мимо входа, почти сразу же вернулись назад, словно увидели что-то невероятное. Они захлопали в ладоши и воскликнули «У-у!». Уродца снова выгнали, те ребята, и маленькие верующие были примерно одного возраста, но каждый превосходил его по росту, по всей видимости, они-то уж не имели недостатка в родительской заботе. Возможно, приближался какой-то праздник, все дети надели новые одежки и обувь. Они принялись прыгать по лужам у входа в кумирню и шуметь, живо и наивно улыбаясь, без капли злобы, будто бы слово «уродец» вовсе не казалось им ругательством. Также они не считали, что их речи могут кого-то обидеть, для них выкрикнуть подобное виделось простой забавой. Мальчик же крепко сжал кулаки, только его ручки, совсем маленькие, не могли никого напугать. А снаружи снова донеслось: уродец сегодня снова будет ночевать в кумирне. Берегись, если вернешься домой, родная мать забьет тебя до смерти. Селянь нахмурился. Глаз мальчика, который выглядывал из-под повязок, заполнился кровавыми прожилками. Он вскинул кулак и гневно взревел: «У меня нет дома. У меня нет матери. Она мне не мать. Проваливайте. Все проваливайте. Крикни ты еще раз, и я сам забью вас до смерти». Дети же совершенно его не боялись, чувствуя, что сила на их стороне. Они показали языки, бросили в ответ: «И ты посмеешь нас побить? Берегись, а не то еще и отцу твоему все расскажем, чтобы он тебя наказал». Кто-то принялся корчить гримасы, приговаривая: «Ага, у тебя нет матери, потому что твоя мать тебя бросила. И дома у тебя нет, потому что домашние тебя презирают. Потому тебе приходится в этой глупой кумирне». Здесь мальчик вдруг громко вскрикнул и бросился на них. Несмотря на маленький рост, силы в нем было хоть отбавляй, и когда он с ревом вылетел из кумирни, дети так перепугались, что кинулись бежать. Однако один из мальчишек, который уже сцепился с ним в драке, закричал: «Чего вы испугались? Нас ведь больше», поэтому остальные вернулись, и все вместе принялись поколачивать и тягать мальчишку из стороны в сторону. Селянь больше не мог на это смотреть. Взмах рукой, и какая-то таинственная сила, взявшаяся из воздуха, растащила дерущихся детей. Затем с земли взлетели брызги воды, невероятно мощным потоком отбросив в сторону группу ребят, так что те покатились кубарем. Когда детей ни с того ни с сего вдруг опрокинуло на землю, они наглотались грязной воды из луж,
промочили новую одежду и сделались еще более безобразными, чем объект их насмешек. Громкий ребяческий хохот тут же превратился в надрывный плач. Поднявшись с земли и обливаясь слезами, мальчики похватали зонтики и бросились бежать, только их и видели. Селянь покачал головой. Он — величественный бог войны, который должен повергать нечистую силу и оберегать покой путников в дороге, первый раз ввязался в подобную детскую ссору. И даже прогнав зачинщиков, нисколько не ощутил радости от совершенного поступка. А когда обернулся и посмотрел на мальчика, то и вовсе удивленно замер. Во время потасовки бинты с лица мальчика наполовину сползли, обнажив лиловые синяки, которые он явно получил не в этой драке. Селянь даже не успел разглядеть получше, как мальчик, не проронив ни звука, намотал бинты обратно и уселся возле ног глиняной статуи, обняв коленки. Селянь заглянул в кумирню прежде всего потому, что она находилась ближе остальных храмов, и собирался вызвать сюда Фэн Синя и Му Цина, чтобы отдать распоряжение и посоветоваться о важных делах. Принц не ожидал встретить здесь ребенка, но не смог бороться с желанием уделить ему внимание. Принц отправил послание подчиненным, а сам уселся рядом на корточки и пристально вгляделся в мальчика. Спустя совсем немного времени живот парнишки издал бурчание. На блюдах для подношений лежали фрукты и сладости, и хотя с виду они казались подсохшими и не очень-то аппетитными, все же это было лучше, чем ничего. Селянь выбрал один из фруктов и аккуратно сбросил его на мальчика. Когда фрукт угодил в ребенка, тот вмиг обхватил руками голову и сжался в комок, приняв защитную позу, будто бы в него только что запустили камнем и скоро прилетит еще больше. Спустя довольно долгое время мальчик огляделся по сторонам, заметив, что это лишь фрукт и рядом никого нет, немного помедлил, поднял фрукт, протер об одежду и положил обратно на блюдо. Вот оно что. Ребенок готов был остаться голодным, но ни за что не взял бы подношение с алтаря божества. Затем мальчик подошел к выходу из храма и поглядел на ливень снаружи, будто подумывая выйти на поиски съестного. Но, видя, как сильно разошелся дождь, и не желая промокнуть, ребенок вернулся к ногам глиняной статуи, свернулся калачиком и уснул. Как раз к тому моменту подоспели Фэн Синь и Му Цин. Они вышли из-за кумирни, и Фэн Синь явно подавленным тоном спросил: «Ваше Высочество, где ты разыскал такую маленькую кумирню наследного принца? Почему решил именно здесь отдавать приказы?» Опустив голову, Фэн Синь вдруг увидел на полу сжавшегося в комок мальчишку, едва не наступив на него. С языка юноши сорвалось: «Мать его, а ребенок здесь откуда?» Му Цин, также опустив взгляд и присмотревшись чуть внимательнее, тут же спросил: «Ваше Высочество, это тот самый ребенок, что сбежал с горы Тайцан 3 года назад?» Селянь покачал головой: «Нельзя сказать наверняка. Мы ведь не знаем, как его зовут и как он выглядит». Вот так, окружив совершенно ничего не подозревающего ребенка, они обменялись парой фраз, а мальчик тем временем принялся ворочаться с боку на бок, затем вытер рукой лицо, и стало видно, что в уголке рта и возле носа у него сочится кровь. Селянь, увидев такую картину, сильнее уверился в том, что нельзя позволить мальчишке и дальше лежать здесь, поэтому произнес: «Давайте сначала уведем мальчика отсюда». Уже стемнело, а эта кумирня — не лучшее место для ночевки. Фэн Синь предположил: может, ему больше некуда пойти. Если это так, боюсь, ребенку придется ночевать именно здесь. Селянь ответил: у него есть дом, только, возможно, условия там не слишком хорошие. Но и кумирня не отличается комфортом. Пусть уходит, тогда он сможет раздобыть поесть. К тому же ребенок ранен. Му Цин же возразил: «Ваше Высочество, прости за прямоту, но у нас сейчас нет времени на такие мелочи. Ты вызвал нас. Значит, принял какое-то решение. Среди небожителей верхних небес никто и никогда не внимал абсолютно всем молитвам своих последователей. Следует сказать, что на свете несметное множество молящихся, и если отвечать каждому, смертельно надоест заниматься подобными хлопотами. Поэтому иногда небожители смотрели на молитвы сквозь пальцы,
и если какие-то из них оказывались мелкими или в некоторой степени деликатными, небесные чины предпочитали притвориться, что ничего не слышали, таким образом избавляя себя от множества лишних хлопот. Впрочем, возможно, в силу возраста для исполненного энергии селяня пока не настал такой момент, когда приходилось гибко приспосабливаться к подобному положению дел. Поразмыслив, он взял в руки зонтик, который ему подарили прохожие, и вышел из кумирни. Селянь не спеша раскрыл зонт, и жемчужины капель забарабанили по его поверхности. Мальчик на полу кумирни, услышав стук, решил, что кто-то вошел, и слегка шевельнулся. Однако, возможно, потом он подумал, что ему нет до того никакого дела, поэтому снова лег на пол. Селянь пристроил зонтик у входа, и когда мальчишка услышал, что звук не стихает, должно быть, это показалось ему странным, он поднялся, чтобы посмотреть, и увидел красный зонт, косо лежащий на земле под дождем, будто одиноко раскрывшийся красный цветок. Мальчик мгновенно столбенел. Глядя, как в следующий миг мальчишка бросился к выходу и схватил зонт, Муцин произнес: «Ваше Высочество, на этом достаточно». Слишком очевидные поступки заставят его что-то заметить, тем самым ситуация усложнится. Кто же мог представить, что селянь даже не успеет ничего ответить? Мальчишка снова подбежал к статуе и закричал, стоя прямо за их спинами: «Ваше Высочество, наследный принц!» Троица одновременно содрогнулась от испуга и обернулась. Их взглядом предстал мальчишка с покрасневшим глазом, который ужасно волновался и, обнимая зонт, глядел снизу вверх на глиняную статую. Он выкрикнул: «Ваше Высочество, наследный принц!» Это вы? Фэн Синь не знал, что селянь ранее уже помог прогнать детей и уронил фрукт на пол, поэтому полюбопытствовал, а дитё весьма смышленое, все-таки заметил нас. Муцин же, кажется, смутно догадался о случившемся ранее, поэтому бросил взгляд на селяня. Мальчик продолжал: «Если вы здесь, прошу, ответьте мне на один вопрос. Когда селянь сидел у себя наверху на божественном постаменте, каждый день до него доносились бесчисленные «прошу вас явиться мне». Если часто слышать какие-то звуки, постепенно потеряешь к ним всякую чувствительность. Однако каждый раз, когда селянь замечал именно такой голос, он невольно обращал на говорящего свой взор, замедлял шаг. Муцин, который стоял рядом, напомнил: «Ваше Высочество, не стоит обращать внимание». Селянь ничего не говорил. Мальчишка, обеими руками крепко прижимая к себе зонт, стиснул зубы и воскликнул: «Я очень страдаю. Каждый день я мечтаю лишь о том, чтобы умереть, ведь так будет лучше. Каждый день я хочу убить всех людей на этом свете, а потом и себя самого. Мне так мучительно жить». Подобные слова, которые громко выкрикивал мальчишка 12-13 лет, поистине вызывали и смех, и жалость. Вот только в этом хиленьком тельце крылась какая-то взрывная сила, которая подогревала его гнев и вопли, рвущиеся изнутри. Фэн Синь нахмурился: что это с ним? Убить всех людей на этом свете? Разве дети могут говорить подобное? Муцин безразлично произнес: он просто слишком мал. Когда подрастет немного, узнает, что его сегодняшние переживания ничего не значат. Помолчав, он посмотрел на селяня и сказал: на свете слишком много людей, которые страдают. Возьми хотя бы засуху в Юнане, который из жителей Юнани страдает меньше, чем он. Ваше Высочество, не стоит придавать его словам значения. Делай то, что должно. Селянь тихо сказал: может быть. Страдание одного человека в глазах другого, наверное, всегда кажется ничтожной, раздражающей мелочью. Мальчишка смотрел на принца, задрав голову, его глаз сильно покраснел, однако он не плакал. Одной рукой обнимая зонт, ребенок вытянул другую и коснулся ею подола глиняной статуи, вопрошая: так ради чего я все еще живу на свете? Какой, в конце концов, смысл в моей жизни? После долгого безмолвия никто так и не ответил ему. Мальчишка, словно давно догадался, что таким и будет результат, медленно опустил голову. К его неожиданности тишину внезапно нарушил голос, прозвучавший где-то над ним: «Если не знаешь, ради чего жить, живи хотя бы ради меня». Фэн Синь и Муцин рядом с селянем даже не предполагали, что принц на самом деле ответит,
Да к тому же скажет что-то подобное. Юноши широко округлили глаза. «Ваше высочество», мальчишка рывком вскинул голову. Только никого не увидел, лишь услышал мягкий протяжный голос, который раздавался от изваяния. «Я и сам не знаю, как следует ответить на вопрос, что ты задал. Однако, если не можешь найти смысла в жизни, тогда пока что сделай меня смыслом своей жизни». У Фэн Синя и Му Цина едва не треснули лица. Они в 4 руки бросились закрывать селяню рот с громкими криками: «Хватит говорить, ваше высочество! Ты нарушил правила!» Нарушил правила. Перед тем, как они его заткнули, селянь все-таки успел выкрикнуть последнее: «Спасибо тебе за цветок! Очень красиво! Он мне очень понравился!»